Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости Донецко-Приднепровского региона, куда входят два крупных областных города-центра. Это город Днепр, бывший Днепропетровск, и Запорожье. Подведем итоги прошедшего года, естественно, 2020, какой там пятый у нас был. Поговорим с цифрами о том, что происходило. Будем сравнивать как колебательные процессы ноябрь с декабрем, так будем сравнивать и тенденции, то есть длительные процессы отслеживать длиною в один год. Сравнивать декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. В общем, друзья, вам будет интересно. Сразу же предупреждаю, не бросайте в меня, испорченные помидоры. Почему? Потому что с какого-то перепуга рынок недвижимости данного региона растет. Я беспристрастно работаю с цифрами, я никому не хочу ничего продать, втюхать, впарить, как это делают люди, которые продают недвижимость. Я не являюсь риэлтором, я скрупулезно анализирую цифры, причем цифры, которые я анализирую, это большие цифры. В выборку попадает больше десятков тысяч объектов жилой недвижимости в данном случае. У меня есть, естественно, патент, не путайте со словом импотент, потому что многие особо одаренные путают. Есть авторское право на программное обеспечение, которое, в общем-то, и собирает всю информацию с всемирной паутины, называется это интернет. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда до войны входило 4 города: Днепр, Запорожье, Донецк, Луганск, сейчас, естественно, 2. Итак, давайте очень быстро пройдемся по основным параметрам, которые характеризуют состояние рынка целого региона. Будем говорить о Днепре и о Запорожье. В данном случае будем говорить о колебательных процессах длиною в один месяц, то есть сравнивать ноябрь с декабрем месяцем. Да, мне многие, не многие, там отдельно ребята пишут, друзья, товарищи, так сказать: Андрей, а зачем ты занимаешься такой херней и вот этой флуктуацией сравниваешь, и там какие-то совершенно незначительные, мизерные цифры, да? Ну, что вам сказать, друзья? Вы ж пишете, да, а при этом ничего не делаете. А для того, чтобы понимать, что в целом происходит на рынке, необходимо видеть и флуктуации. Именно поэтому названа мой YouTube-канал «Погода рынка недвижимости» с Андреем Гусельниковым. Потому что погоду рынка недвижимости на сегодняшний день в таком объеме не дает, поверьте, никто в Украине, тем более с цифрами. Причем это совершенно бесплатно. Поэтому я считаю совершенно некорректно некоторым малограмотным товарищам, которые ни на русском, ни на украинском писать без ошибок не могут, там что-то в мою сторону бросать камни. Да? Сделайте что-то подобное, опубликуйте, ну и пообсуждаем уже более профессионально. Итак, друзья, город Днепр. Видим население довоенное 966 тысяч. Друзья, я предполагаю, что в Днепре сейчас тысяч на 200, на 300 меньше людей живет. Вот напишите, кто из Днепропетровска. Я это все почему? Потому что с какого-то перепуга рынок недвижимости показывает рост. Запомните, мы говорим сейчас о декабре месяце. Естественно, события, которые произошли в январе, они кардинально поменяют рынок недвижимости. И, конечно же, я об этом уже говорил и в декабре, и в ноябре, о том, что с какого-то перепуга, и что все в 2027 году произойдет абсолютно наоборот. Итак, население, я предполагаю, что тысяч на 300 стало меньше. Может, я не прав, напишите, друзья. Количество предложений, видим, незначительно выросло и составляет 41 222 объекта жилой недвижимости попали в выборку. Только подумайте, 41 220. Вот те горе-эксперты, которые там мне пишут всякую фигню, вы, друзья, попробуйте обработать такой массив данных, да, и тогда можем с вами подискутировать на предмет, надо раз в месяц записывать видео. Вот причем меня удивляет, да, сами ни хрена не делают, а другим советуют, надо или не надо мне записывать видео раз в месяц. Это да, это ж менталитет людей такой. Итак, незначительный нарост на 0,5%.
Дальше, друзья, стоимостные показатели, социальное жилье выросло с какого-то перепугу. Буду говорить только о процентном соотношении. За месяц почти на 1%, 0,91%. Это социальное жилье, вторичный рынок, друзья. Также видим, что социальное жилье, аренда, это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Днепре в том числе, ну и по Украине, понятно. Выросла за квартал, здесь я сравниваю третий квартал, это сентябрь, да, ну в целом третий квартал с четвертым кварталом. Рост в аренде плюс 1,37% за квартал. Переходим к квартирам эконом-комфорт бизнес-класс, это у нас, друзья, также вторичный рынок. Рост плюс 0,63% тоже с какого-то перепугу за месяц. Переходя к первичному рынку, мы наблюдаем динамику роста только в эконом-класс, но оно недорогое жилье, это жилье, которое, друзья, еще не сдано в эксплуатацию. Здесь на 1% выросла стоимость квадратного метра за один месяц. А вот первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подешевели на 0,17%. И первичный рынок элитный класс подешевел на 0,15%. Кстати, это впервые за последние полгода, по-моему, мы видим, что первичный рынок реагирует отрицательной динамикой или снижением стоимости квадратного метра. А в целом все остальные сегменты показывают плюс. Итак, подводя итоги за месяц, сравнивая ноябрь с декабрем 2025 года, на примере социального жилья, давайте проговорим. Город Днепр 552 доллара стоимость квадратного метра и рост плюс 0,91% за месяц, друзья. Индекс положительная единичка, запятая 0,09. Дальше. Город Запорожье. 428 долларов за квадратный метр. Существенно уступает социальное жилье в стоимости. Здесь мы видим снижение на 0,47% за месяц. Итого, в целом по региону класс социальное жилье, как считается среднее арифметическое число, вы знаете, видим 490 долларов за квадратный метр. Показала нам динамику незначительного роста плюс 0,31% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,03. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить уже, друзья, о том, что произошло в течение одного года. Именно аналитики анализируют, ну, кто способен это делать, вот эти тенденции, да, но тенденции, еще раз говорю, друзья, нельзя анализировать рынок недвижимости, не понимая в целом каждый месяц, что с ним происходит. Просто взять реперную точку в декабре и потом через год опять вернуться к этому и посмотреть, что произошло, это крайне неправильно. Почему? Потому что вы не видите общей картинки. А общая картинка такова, что на протяжении 12 месяцев недвижимость может показывать незначительные как и рост, как падение, но в целом тенденции именно прорисовываются, когда уже больше там 8 месяцев мы видим определенный там рост или снижение. Итак, ну, карта осталась та же самая, я не буду ее уже с вами проговаривать. Давайте вот посмотрим данную табличку. Здесь сравниваем декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Город Днепр. Социальное жилье 552 доллара. И рост, подумайте только, друзья, в городе Днепр, это прифронтовой город, который без света сидит, без воды, рост 2,79% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,28. Город Запорожье, ну, ведет себя адекватно более-менее. Это социальное жилье, 428 долларов за квадратный метр. И показал нам в годовом измерении снижение минус 3,39%. Среднее арифметическое число в целом по региону, это у нас Донецко-Приднепровский регион, 490 долларов за квадратный метр. Именно столько стоила недвижимость в 2024 году. А напомню, сравнивать 2024 год с 2023 годом вы можете найти, у меня эти видео есть в открытом доступе. Мы там видели снижение 14%. А сейчас, вот видите, этот год практически ничего не изменилось, ну, в плане стоимости квадратного метра. В качестве примера взял социальное жилье. Индекс, естественно,
единичка, запятая, 0,000. Друзья, что такое индекс? Давайте немного саморекламы. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра в течение, в данном случае года. Как он считается? Давайте вот на примере города Запорожья покажу. 428 делим на 443, получаем снижение минус 3,39% в годовом измерении. Или отрицательный индекс 0,966. Индекс, еще раз напомню, друзья, компания Alim Consulting и я, ваш скромный слуга, мы одни из немногих, там на пальцах одной руки можно посчитать компаний, которые делают в Украине подобные индексы. Я также знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту в разных банках по-разному. И данная категория специалистов просто архи заинтересована в данной информации. Почему? Да потому что они лучше, чем кто-либо, знают, как меняется стоимость денег во времени, так как они работают в финансовом учреждении. А я один из немногих в Украине, знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени. Поэтому вот эти наши знания или синергия знаний со стороны людей, которые работают в финансовых учреждениях, знают, как изменяется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, помогут, друзья, и в ваших бизнес-процессах, и помогут развиваться мне, заниматься наукой, и компания Alim Consulting, конечно. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Для того, чтобы меня найти, в описании YouTube-канала есть мой Viber телефон, также WhatsApp можете набрать. В общем, можем списаться, составим техническое задание или созвониться, как лучше вам удобно. И ваше финансовое учреждение будет раз в квартал, мы поквартально делаем эти исследования, получать полную картинку того, что произошло с недвижимостью, под которой ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые ресурсы. Понятно, то есть это архиважно для вас. Итак, друзья, подводя итоги еще раз, мы увидели, что ничего не произошло за месяц с недвижимостью, то есть Запорожье продолжает показывать снижение стоимости квадратного метра, вот это здесь, на 3,39%, а город Днепр показывает рост. Теперь, друзья, я закрою показ слайдов и давайте быстро проговорим о прогнозах. Можете посмотреть мои последние 3, 4, 5, 6 видео, я не знаю. Вот как только по-моему, с июля месяца Днепр стал показывать рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Я с тех пор и говорю, друзья, это все закончится и закончится очень плохо. Кто не верит, тот, пускай дальше не верит. Вопрос даже не в том, что надо верить или не верить кому-то. Посмотрите на просто ситуацию. Вот откройте глаза, выключите телевизор и посмотрите в окно. Да? Что вы там увидите? Процветание. Поэтому для того, чтобы так сказать, не угадывать, а прогнозировать, я применяю метод многофакторного анализа. Что такое метод многофакторного анализа? Я анализирую все процессы, которые происходят в экономике. Они отражены в виде индексов и называются макроэкономические показатели. В данном случае Днепропетровской области и Запорожской области. Все там, друзья, не просто плохо, а очень плохо. Кто не верит, можете пойти посмотреть, не пойти посмотреть, а зайти на сайт службы статистики и, так сказать, убедиться в том, что я вам говорю. Так вот, не может рынок недвижимости развиваться отдельно от того, что происходит в экономике. Это, тут, я думаю, не надо никому объяснять. То есть, поэтому совершенно очевидно, что все, что происходит в экономике, будет происходить и с недвижимостью. Напомню вам, что недвижимость, она, рынок недвижимости, я имею в виду, характеризуется параметрами. Параметрами это стоимостные параметры, о которых мы проговорили, то есть снижается или повышается стоимость квадратного метра. Так вот, в следующем году, а точнее уже в этом году, потому что я записывал в январе 2026 года,
В первом квартале, друзья, мы увидим снижение минус 3% в годовом измерении. Сравнивать будем март 2026 с мартом 2025 года. Я предполагаю, что произойдет именно это. Следующий параметр. Параметр, который характеризует активность рынка. Сколько сдается в эксплуатацию нового жилья. То есть в целом он характеризует строительную отрасль. Посмотрите предыдущие мои видео. В Днепре не строится вообще жилье, друзья, ну, чтобы вы просто понимали. Кто-то мне пишет, да там краны работают, да там люди бегают. Ну, не знаю, может, вы как-то, живя в Днепре, видите это. Я, конечно, это не вижу. Но по статистике там ничего не строится. То есть это говорит о том, что компании-застройщики не хотят строить новые объекты для того, чтобы потом они были заморожены. Ну, нереально никто, кто же будет покупать. И еще один фактор, который характеризует, это в целом количество проданной недвижимости. В прошлом году, уже прошедшем 2025 году, будут данные, я надеюсь, в феврале, в марте, я вам расскажу. Но по моим предположениям, что активность будет тоже достаточно низкая. То есть в сравнении 20, этот будет у нас 25 год, будем сравнивать с 24 годом. Ну, я имею в виду прошедший год, 2025. Так вот, я предполагаю, что там также динамика будет снижения. Поэтому вот эти все показатели, которые характеризуют состояние рынка, наводят меня на именно не просто на, как оно называется, я предполагаю, хотя на самом деле, да, я могу только предполагать, но у меня есть большая уверенность, то есть я вижу всю эту картинку, что стоимость в данном случае будет снижаться, количество транзакций будет снижаться, компании-застройщики также не будут строить ничего в городе Днепре. Итак, друзья, очень кратко прошелся по целому Донецко-Приднепровскому региону. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам, друзья, что необходимо? Правильно подписаться на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки видео, пишите вопросы, с удовольствием адекватным людям отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Alim Consulting готовим ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.